Привет, друзья, Миран на связи. В сегодняшнем, казалось бы, рядовом выпуске MMM Review мы мало того, что обсудим такой интересный феномен, как несубкультурная тяжелая музыка, так еще и нарушим молчание в отношении одного очень редко появляющегося в рамках MMM жанра. И нет, это не трэш, это инструментальный металл. На просторах нашей родины мало кто осмеливается нести свои идеи в форме безвокальной музыки, но порой движение в этом направлении приносит поразительные результаты, что прекрасно видно на примере проекта Second to Sun. Second to Sun — это one-man band проект Владимира Лехтинина, который периодически заручался поддержкой сторонних музыкантов, но тем не менее всю движуху он поддерживает единолично. И тут полезно посмотреть на процесс творческого становления коллектива. Сначала они записали модный джентовый полновес, записали его отлично, и на волне подъема подобного музла сформировали себе первую пачку слушателей. Далее они решили отойти от того, что называется джентом, и начать играть непосредственно тяжелую музыку со всеми этими блокадетовыми корнями и прочее. И поступили интересным образом. Записали EP из 3 разноплановых композиций, выбросили его в различные интернет-платформы и стали собирать отзывы. EP продался отлично, долгое время провисел в топе Google Play, а стало быть, жанровые изменения пошли коллективу на пользу. Ну а из отзывов они выделили направление, которое больше всего понравилось публике. Им стало смешение блэка и этнических элементов. Так Second to Sun пришли к своему новому полновесу The First Chapter. Видимо, название The First Chapter задумывалось как инструмент обособления от прежних джентовых экспериментов. Если так, то это хорошо, так как новый материал Second to Sun имеет свои уникальные особенности. Разберем их поподробнее. Основное отличие The First Chapter кроется в композиторской работе. Альбом преисполнен разнообразных рифов, интересных мелодий, их действительно много и все они разные. Ну то есть, одни группы выруливают за счет аранжировки, они могут гармонично и в лучшем свете представить среднячковые однотипные мелодии, а другие стараются максимально насытить свои треки музыкальными идеями, и Second to Sun идут именно по второму пути. На этом фоне радует открытость и незакостенелость музыкального восприятия Владимира. Видимо, сказывается 5 лет написания соляков для радиошансон. Отсюда и переосмысление блэк-металла. Конечно, нет никаких роу-элементов, запись на высоте, отсутствует цикличность, остались тремоло, минорные гармонии и атмосфера. Ну, как слышите, блэк здесь не единственное взятое за основу направление. Есть и прогрессив, и дэткор отчасти. Хотя, если вдуматься, при отсутствии вокала все эти теги работают по-другому. Так что называйте это просто тяжелой инструментальной музыкой, не ошибетесь. Но если нет вокалов, это еще не значит, что не будет смысловой нагрузки. Творчество Second to Sun, как это ни странно для подобной современной музыки, обращено к корням финно-угорских народов. И каждая композиция основана на определенной теме из истории или фольклора. Каждый трек снабжен подробным описанием с объяснениями источников вдохновения, которые вкупе с говорящими названиями композиций позволяют полностью прочувствовать всю драматическую составляющую. В этом плане музыка Second to Sun крайне немногословна, но абсолютно понятна. Как R2-D2. Так, притянутая шутка на тему Звездных войн. Все, теперь мы в тренде. Вообще, на отсутствие вокалов в музыке Second to Sun интересно посмотреть вот с какой стороны. Если туда добавить шрайк, то мы приблизимся к пост-блэку. Опустив состав какого-нибудь Спенсера Сателла, и вот мы уже слушаем прог. Добавление вокалов лишь сузило бы круг потенциальных слушателей. Так что если вы уж совсем жить не можете без слов музыки, читайте аннотации и представляйте такой вокал, какой сами захотите.
На мой взгляд, это полностью жизнеспособный вариант. Ну что, самое время заглянуть внутрь диска, да? А его нет. Релиз состоялся только в цифровом варианте. Это не серьезно, скажете вы? Ну, это не мешает альбому находиться на первом месте в метал-чарте Google Play и на 7-м в iTunes. Не, ну вообще в цифре, конечно, имеются обложка полновеса и включенных в него синглов, и они крутые, с очевидными и не очень отсылками к концептам композиций, что делает их не просто заменителями дефолтной картинки на дисплее вашего плеера, но и полноценным инструментом смыслопередачи, наравне с названиями треков. Ну а первые места на ведущих музыкальных платформах говорят о преданности публики, которая завоевывается не только музыкой, но и активным и осмысленным промоушеном, за что Владимиру от меня личный респект. И что мы имеем в итоге? Один из ведущих отечественных инструментальных проектов со своим видением творчества на основе оригинального концепта. Надеюсь, финно-угорская тематика не уйдет так быстро, как Джент из творчества Second to Sun. Мне она крайне доставляет. Ну а вы пишите свои впечатления от этой музыки в комментариях к этому выпуску. Ну и раз уж мы затронули эту тему, будет круто, если вы еще и выскажете свои соображения на тему инструментального металла в принципе и отсутствия материального релиза альбома на CD. Мне было бы интересно узнать ваше мнение. А еще мне было бы очень приятно, если вы поставили лайк и подписались на наш канал на YouTube. Честный обмен, мы вам выпуск, вы нам, ну скажем, репост этого видео к себе на стенку. С вами был Миран. До связи.